Господа, всех приветствую на своем канале. Сегодня будем менять масло вот на таком 200-кубовом квадроцикле Apollo Commander 200. Мой разъездной квадроцикл. За сезон я проезжаю среднее расстояние. Вот. Сейчас подошло время очередной замены. У меня пробег небольшой, 160 километров на данном масле, но я стараюсь, вообще суммарный пробег 263 километра. Вот, я стараюсь где-то 2 раза за сезон менять масло, то есть перед сезоном и в середине. Вот, для замены, как обычно, будем использовать вот такое вот масло Liqui-Moly 4-тактное 1040 для внедорожной техники. Вот, это вот у меня остаток с той замены, начнем заливать его, и вот полная неоткрытая баклажка для доливки. Квадроцикл масла не ест, поэтому у меня замены уровень выходит 1. Для того, чтобы приступить к замене масла, нам необходимо предварительно квадроцикл завести, дать ему поработать 2-3 минуты для того, чтобы масло было более густое, чтобы разогнать его по системе. Вот. И после этого выдержать минут 5 для сливания масла в картер. Вот, пока у нас масло сливается, достаем, открываем масло в заливную горловину. Вот видим, что само масло еще чистое, запаха горя от него сильного нет. Вот, открываем, пока масло стекает, готовим инструменты. Нам понадобится ключ-трещотка, удлинитель, головка, скажу на какой размер, пакет, емкость для сбора отработанного масла и вот такой вот насос для надувных матрасов. Досмотри видео до конца и поймешь, для чего понадобится данный насос. Поехали, приступаем к замене. Итак, со стороны маслозаливной горловины двигателя есть болт для слива масла. Вот он здесь находится. Попробую сейчас вам его показать поудобнее. Вот он. Болт у нас с сеточкой на головку под 17. Мы его с вами сейчас откручиваем и сливаем все масло. Основная часть масла слилась. Для этого я постелил вот целлофан. Вот емкость для слива масла. Теперь берем насос, о котором я вам говорил. Одеваем вот такую вот насадку, втыкаем ее в горловину для залива масла и качаем. Насос пропускает через двигатель воздух, тем самым выдавливая оставшиеся жидкие остатки масла. Так, после того, как у нас все стекло, сейчас мы с вами будем переходить к заливке масла. Так, до начала работы убеждаемся, что сливное отверстие мы с вами закрутили. Я не показал о том, что под данной пробкой скрывается сеточка для очистки масла. Ее необходимо тоже промыть. Я прошу прощения, руки были мокрые, поэтому этого не сделал. А так она также промывается, в этом ничего сложного нет, и закручивается обратно. Все, у нас с вами получается картер двигателя от старого масла очищен. Сейчас будем производить заливку свежего масла. Для заливки свежего, как я сказал, будем использовать остатки предыдущего масла из предыдущей партии. Вот здесь у канистры имеется удобный носик, поэтому никаких сложностей с заливкой не будет. Заправочный объем масла, если я не ошибаюсь, у меня 600 мл. Канистра у нас литровая, поэтому остаток выливаем смело. И из уже свежей партии будем дозировать. Залил я остаток из старой канистры, а также 500 мл из новой. Сейчас для того, чтобы масло разогнать по системе, мы с вами квадроцикл ненадолго заводим. Топливный краник был перекрыт, поэтому не смог завести. Сейчас минуту ждем, квадроцикл глушим, потом спустя время, соответственно, проверяем уровень масла. По прошествии времени делаем контрольный замер масла. Так, вытираем мерный щуп. Важный факт: масло необходимо мерить, не закручивая щуп до конца. То есть ставили его по резьбе, вытащили, смотрим. Видим, что у нас масло чуть ниже среднего уровня. Соответственно, доливаем и спустя время также проверяем. Вот такая несложная процедура замена масла на квадроцикле, но очень важная. Я масло меняю где-то, как я сказал, 2 раза в сезон, но, насколько я помню, интервал замены масла это 250 километров. Все. Мы с вами сейчас
пробег. Сбрасываем. У меня вот квадроцикл проехал столько. Все. Обнулили. Ну и все. Счастливый путь. Господа, всех благодарю за просмотр. Кому видео было полезно, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много квадродвижухи. Всем пока-пока.